Котик бегает. Всем привет, друзья, на канале Ежемото с того бока. Эх, друзья, какая погодка, все капает. Все, погода сегодня плюс 9 у меня показывает на автомобиле. Душа поет, а сердце плачет. Наверное, даже душа говорит: займи, выпей. Так, о чем это я? Да. Я про наши любимые многострадальные мотоциклы. Нифига себе, какой ты тяжелый-то. Давно я тебя не таскал. Вот, что сегодня хотел вам рассказать. Ну, это больше для подписчиков, конечно, видео. Ничего тут такого по ремонту, может быть, и не знаете, но, может быть, что-то и скажу. Это двигатель с Юнкера. Вот, по нему я не делал никакие обзоры. Видите, лежит он у меня тут уже целый год, наверное. Ждет своего часа. Я его перебирал полностью, перекрашивал. Карбюратор родной, стандартный. Патрубок я поставил. На тот момент у меня оборвался его родной, потому что он был с трещиной. Вот. Ну, то есть его тянули. И он, кстати, имеет отличие. Вот если видите, здесь более узкий проход, чем вот с четверочным, но он более короткий. Ну, посмотрим, я думаю, там, по идее, чем ниже. На пятовском, в общем, тяга на низах будет лучше. Не буду тут умничать. Дальше, что с этим мотором нужно еще сделать? Он, в принципе, готов, за исключением помпу я уже перебрал, ее осталось только покрасить. И нужно будет поставить диски сцепления хорошего качества, найти, потому что людям я доверяю, потому что я сам никого не обманываю, и мне вот прислали вот такие вот диски. На фото они были совсем другие. Да, они ни разу не ставились, но вот эти вот усы, они на 20 или 30% хуже. Корзина будет разбивать с ним. Вот, к примеру, поезженные у меня есть с обычного. Они шире. Ну и вообще, те, кто в теме, те знают, по виду уже можно определить. То есть человек сфотографировал, показал одно, а прислал другое. Вот. Еще прислал корзину сцепления. Она тоже оказалась не работоспособной. Поэтому все покупки я стараюсь делать в пределах Москвы и Московской области. Ну, может, там 100 или 200 километров, если особо ценные какие-то предметы попадают с пересыл. Ну, 3 пересыла, 2 из которых не соответствуют тому, о чем была договоренность. Поэтому я пишу в группах, ВКонтакте, в Одноклассниках. Вы, наверное, видите меня там. Ну, мои сообщения я имею в виду о том, что мне требуются какие-то запасные части, инструменты для работы, может быть. Но откликов нет, в общем. Что еще хотел сказать. Мотор этот, он не будет форсироваться, не будет как-то изменяться. Это родной двигатель, он номерной. Я его хочу сохранить, как он есть, в первозданном виде. Возможно, даже и зажигание здесь останется кулачковым. Я скажу свое мнение такое. Да, это прошлый век по зажиганию, может даже и позапрошлый, но конкретно этот двигатель будет сохраняться в стандартном исполнении с завода. Ни карбюраторы, ни лепестковых клапанов здесь не будет. Я хочу так. Далее, для таких целей, по модернизации, улучшению и так далее, у меня вот есть тут коробочка, она давно тут стоит, попадает на видео. Здесь вот уже и цилиндры начали, хотя они законсервированы, здесь в смазке, вон, видите, да, все равно уже из-за перепадов температур все это ржавеет. Надо собирать, но времени катастрофически не хватает. Ну, вот этот двигатель, он как запчасть, я его покупал.
Я брал отсюда коленвалы, они пошли на перепрессовку, как донорские, и были установлены сюда. Здесь я показывал на родных коленвалах, была выработка 8 соток. То есть это не совсем выработка, это так было проточено на заводе. Но к тому моменту я канал не вел, вот, и освещать это не стал. То есть вот этот двигатель я, может быть, пущу под модернизацию, но для него я, опять же, не буду использовать эту ходовку. То есть этот мотоцикл, он восстанавливается в первозданное состояние с минимальными изменениями, там датчики температуры я поставлю, но все это легко переделывается в заводское исполнение. То есть вот эта панель бака, то, что я вам снимал, показывал, сейчас фото вставлю, вот, эта панель стоит 2000 рублей, при желании я его куплю просто и положу, чтобы вернуть заводское исполнение. То же самое и по краске бака. Краска, в принципе, в неплохом состоянии. Возможно, я его не буду перекрашивать, оставлю заводскую краску. Да, там есть сколы, трещины. Мне колировщик подберет краску, я эти сколы просто подкрашу, чтобы они не ржавели. Ну и вот такие вот всякие моменты. Далее. По этому двигателю сказал. Проблема с этим двигателем, почему не было сборки, я искал советские валы. Вот. Под перепрессовку я их нашел, они готовы. Чуть позже я их покажу. Вот. Причем получилось так, что я нашел сразу 2 пары хороших валов. Ну, хороших имеется в виду те, которые можно восстановить. Вот. Они будут восстанавливаться, я это буду освещать. Это что касается этого. То есть этот двигатель, возможно, пойдет под всякие эксперименты. Хотя здесь не расточенные цилиндры, здесь заводские поршни с кольцами. Выработка минимальная, то есть по пробегу примерно около от 5 до 7 тысяч километров. Вот. Двигатель я покупал в Москве, на нем интересный вид, но я потом покажу вам, там сбитые номера. Не знаю, кто это делал. Да, еще вот по разобранному двигателю, здесь вот посмотрите, в каком состоянии шпильки. То есть их коррозия тут уничтожила. Я даже не знаю, получится у меня их выкрутить, нет. Ну и вот по поводу номера. Но крышки на коленвалах, они сходятся с этими номерами. Там при желании можно различить. Да, и в этот двигатель он тоже не вскрывался. Также повезло. То есть это была такая случайная покупка, можно сказать. Но повезло, он не вскрывался. И там ничего как бы не поломали во время переборок. Далее. Есть вот такой красавчик у меня. Еще один двигатель. Этот двигатель мне продал, наверное, громко сказано. Я бы сказал, подарил. Потому что цена там весьма условная. Я дал. Этот двигатель шел с радиатором. Радиатор вот там у меня спрятан. Его состояние я пока не знаю. Я только посмотрел цилиндропоршневую группу через выхлопное отверстие. Есть некоторые повреждения там, но нужно разбирать и делать более детальный анализ. Как минимум ЦПГ надо сдергивать. Здесь из изменений вот карбюратор стоит уже пикаровский новодел китайский. Далее зажигание вот здесь вот чуть-чуть переделали. Да, если человек, который мне его продал, ты смотришь меня, тебе спасибо и привет тебе, твоей жене. Вот. Это огромный вклад как бы в мой канал, потому что меня никто не спонсирует, все это из своего кармана, как говорится. А теперь есть вариант для каких-то проектов тоже. Поэтому этот двигатель пока я законсервировал, и он ожидает своей очереди. Вот. В общем, такой вот у меня здесь такая обстановка. Поэтому первым делом, конечно, это сборка юнкера. Вот двигатель можно собрать, не торопясь, там утром прийти, вечером он будет собран уже. Не торопясь, я подчеркиваю. Без молотка и лома.
Еще хуже стало, нахуй, развернуть вот это прямым. Я просто похлопаю. Суки. И сюда добрались. Вот. То есть, такие вот у меня планы. Шланги Gates я купил. Хотел купить силиконовые, но посчитал, что этих будет вполне достаточно. То есть, вот такое вот исполнение. Да, что тут с состоянием цилиндропоршневой группы? По цилиндропоршневой группе износ небольшой. По заверению владельца мотоцикла, пробег составлял до 4000 километров. Когда делал дефектовку, да, это соответствует действительности. Вот. Я не стал ничего менять, потому что все запчасти современные, это вы знаете, какого качества. Вот. И ставить, например, новые кольца в поезженный цилиндр, это неправильно. Если, может, кто-то думает обратное, пожалуйста, это ваше мнение. Можете экспериментировать, делать, что хотите. Ну и, конечно же, друзья, на примере сборки установки этого двигателя я вам буду попутно рассказывать, как настраивается карбюратор, как настраивается сцепление, вот, что еще тут, ну, зажигание. Может, кому-то будет интересно, кулачковое здесь будет, электронное будет уже на вот этом проекте, причем электронное там, собственно, исполнение. Так что такой вот разговор у меня с вами состоялся. В принципе, такие планы. Осталось найти время для всего этого, потому что времени совсем нет. Но ничего, мы как-нибудь выкрутимся. Так, друзья, ну, в принципе, все. Всем спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось, кому нравится то, что я делаю. И до новых встреч. Берегите себя.